Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на канале Путь к себе. Меня зовут Анна. И сегодня мы посмотрим, не знаю тему пока, какую посмотрим. Карму предлагали, пока тоже не знаю, что про карму сделать. И также расклад про уйти или остаться, пока несколько человек изъявили желание. Если наберется еще, тогда сделаю. Но сегодня как-то энергии не про это. Очень был тяжелый расклад про одиночество. Очень много вашей обратной связи было, что действительно тяжелый. Но я написала там о том, что расклад не для всех. И смотрите, я поставила свечку. Считаюсь ли я теперь настоящим тарологом из Ютуба, когда у меня горит свечка? Ну ладно, это такая самоирония, шучу. Только что сегодня прошло лунное затмение, и что-то прям энергии круто прибавилось. Вся вот эта суета с коридором затмением, прям все время хотелось спать. Какие-то свои проработки шли, уроки и все остальное. Даже расклады не успевала записывать, не шло. А потом как бомбануло, несколько штук вам за ночь записал. В общем, и темы закончились. Ну как, они есть, конечно, но мне прям не хочется делать то, что делают все. Этого предостаточно, и хочется, конечно, посмотреть что-то такое очень интересное. Поэтому я решила взять мои любимые руны и посмотреть, что они нам посоветуют посмотреть на этот раз. Давайте посмотрим, какую тему они нам предложат. Без вариантов, какая-то женская тема. И здесь мужчина еще выпал. Две женские руны, одна мужская. Это что у нас про отношения? Только что было про отношения. Так, что нам про отношения хотят сказать? Если сейчас еще... нет. Не то. Просто прям, смотрите, и та, это женская руна, если сейчас еще третья. Просто раскладов про женственность у меня довольно много вышло. И смотреть опять, я считаю, что нет смысла. Ага. Так. Тут немножко приперчено кармой. Сейчас, минутку мне дайте, сформулирую. Ну, давайте посмотрим. Ваш кармический мужчина. Видимо, кому-то нужно. И что у нас с этим кармическим мужчиной? Запросы про карму были. Вы хотите карму? Вот вам карма. Получайте, распишитесь, как говорится. Так, что нам скажут про этого кармического мужчину? Что за мужчина? Это я уже поняла. Это мужчина, с которым вы расстались. Это также могло повлиять на ваше здоровье. То есть у вас после расставания с этим мужчиной началась как будто новая жизнь, да? Здоровье потом могло улучшиться. То есть в отношениях с ним оно ухудшилось, да? Это вот смотрите, как сигнификация, если не ваша, не натягивайте. Не смотрите или что-нибудь другое посмотрите. Соответственно, после расставания с этим мужчиной, немножко заговаривались уже час ночью, мое любимое время, у вас улучшилось здоровье, как интересно, настроение, и появилось очень много энергии.
Я нисколько не умаляю того, что вам, возможно, было не очень хорошо после расставания, да, но смотрите о том, что через какое-то время вы вернули себе и радость жизни, и здоровье, и как бы огонь в глазах, блеск в глазах, так скажем. Энергия у вас поубавилась. У вас пошел какой-то новый уровень взаимодействия с людьми, кто-то даже стал ближе, скажем так, к чувствованию этого мира, взаимодействию с этим миром. Если вы только на грани расставания, вы понимаете, что это ваш кармический мужчина, то либо вы только что расстались, то вот это ваше прогнозируемое будущее. Опять-таки, что, скорее всего, если вы поработали с собой, или если вы приняли те уроки, прошли те уроки, которые были, то вот это ваше может быть будущее. И что самое интересное, после расставания с этим мужчиной вы обрели себя как женщину. Что самое удивительное, да, вроде вы в отношениях должны были стать женщиной, ну или оставаться женщиной, да, а фишка в том, что вы именно, ну, так скажем, в правильных женских энергиях вы после расставания, ну, это явно какая-то кармическая была штука, потому что и здоровье, и жизнь, и радостность, и энергия, все уходило туда, ну, как бы понятное дело, что оставаться женщиной в таких отношениях сложновато, скажем так. Что у нас тут за мужчина нарисовался? Этот мужчина очень большое влияние имел на вас, на вашу самооценку, возможно, даже, ну, как сказать, подъедал вашу энергию, ваши ресурсы какие-то, вы постоянно в чем-то нуждались, во внимании, в любви, в обнимашках, то есть вам все время чего-то не хватало, вы очень сильно от него зависели, вот, от его мнения, кто-то, возможно, даже цеплялся, прям хотелось такого какого-то слития, как это сказать правильно, ну, когда два человека сливаются как бы в одно единое целое, постоянно 24/7, вас как бы тянуло к человеку, но это такое одиночество вдвоем, да, даже если человек как-то был рядом с вами, вы себя ощущали, ну, не особо вместе, скажем так. И вас подводили к чему? Вас подводили к прохождению урока через этого мужчину, чтобы вы начали разбираться, начали получать знания, практически все выложили. Ну, давайте. И чтобы ваша судьба зависела только от вас, чтобы вы научились сами принимать решения, сами выстраивать свою судьбу, чтобы ваша самооценка, чтобы ваше решение, чтобы ваша жизнь, она не зависела от другого человека, как вы вот были в этих отношениях, а чтобы вы наконец поняли, что вся ваша ответственность лежит на вас, и это не та ответственность, которую вот мы привыкли, так скажем, нести, да, это о том, что если мне больно в отношениях, это моя ответственность, в каком плане, я либо это меняю, либо я выхожу из этих отношений, если я не могу, ну вот знаете, как это, я без него не могу жить, ну нет, такого не бывает. Мы же как бы, сколько людей расставались и все живут, ну, я утрирую, конечно. Здесь дело в том, что, опять-таки, в чем здесь ответственность? Не могу расстаться, значит, я иду, разбираюсь, моя ответственность пойти и разобраться, почему я не могу расстаться с человеком, с которым мне плохо. Либо я пробую что-то изменить в себе и отношения как-то улучшить, поговорить, да,
поговорить, что-то там сделать с внешностью, возможно, еще что-то как-то. Если это никак не приводит меня к цели, значит, мы действуем другим способом, просто уходим оттуда, откуда нам плохо, нас никто там не держит. И, соответственно, если я не могу этого сделать, я ищу, иду информацию, почему я не могу это сделать, что мне мешает, какие блоки. Так, это у нас что? Но чтобы вас учили ценить себя как женщину. Ну, как бы расклад женский, да, получается. Если мужчины смотрят, ну, скорее всего, вы можете перевернуть. То есть вас учили чувствовать себя, свои какие-то, ну, да, вы там в карме были, чувствовать какие-то свои моменты, как тело ощущает себя, как вы себя чувствуете. То есть обращать внимание на свои границы. Ну, такой так называемый здоровый эгоизм, скажем так. А вы как... Кто у нас там? Снежная королева, да, типа я ничего не чувствую, ничего не вижу, ничего не знаю, мне уже настолько больно, что прям уже и не больно, потому что настолько к этому привыкли. Надо было действовать по-другому, да, если вот этого всего не случилось, да, если вы это, скажем так, не проработали, то вас это ждет в следующих отношениях. Поэтому если вы только вышли из отношений и у вас есть время, да, не спешите в следующие, лучше, ну, так скажем, залечите раны, уберите обиды и создайте новый образ себя. Встаньте, скажем так, на ноги, тут даже не в плане финансов, ну, в плане финансов тоже никто не ограничивает встать на ноги, если у вас особенно с этим были проблемы. Но тут имею в виду какие-то личностные качества, стать целостной личностью, и тогда уже входить в новые отношения, карму, возможно, где-то отработать, и которые новые отношения у вас будут хорошие. С кармой, да, надо поработать. Какую-то карму на образ женщины, да, на убеждение про то, что быть женщиной, нужно поменять. Что такое быть женщиной, как это чувствуется быть женщиной. Ну, например, то, что женщина все тащит на себе, да, ну, то есть так принято в Советском Союзе было, и это все же передается, да, возможно, здесь еще с родом, да, вот тоже с женским родом поработать. То есть сценарий рода, который вот мама все за всех делала, бабушка за всех все делала, там лучше плохенький да мой, там косой, хромой, кривой, но мой, пьет, но ничего страшного, зато дома сидит. Вот что-то вот, простите, какие-то такие штуки. С родом, с кармой рода есть смысл поработать. Много есть техник. Если у вас какие-то свои инструменты, можете посмотреть свои инструменты. Если вам нужна помощь, можете обратиться ко мне, либо к какому-то любому другому специалисту, который вам откликается. Так, а давайте посмотрим, что у нас за карма рода такая интересная. Куда, как говорится, копать? Что у нас с кармой рода? Давайте на моей любимой кармической китайской колоде посмотрим. Я прям ее полюбила за то, что она хорошо показывает карму. Единственное, что так как это не таро, тут свои значения, их можно изучать хоть я не знаю сколько. Но в поточном состоянии оно как бы все равно очень классно работает. Что там за карма рода? Давайте посмотрим.
нас тут? Сейчас посмотрим. Здесь такая тема, когда женщина в отношениях, скажем так, жертва, это одно из, это вот если прям совсем жестко, да, брать, то здесь сценарий того, что женщина в отношениях жертва. Мужчина, скорее всего, тиран. Ну, они там сами меняются, играют вот эти игры хорошие. В кавычках, конечно. Более мягкий сценарий того, что женщину просто принижают, а-ля того, что за счет нее мужчина повышает самооценку, да, там, да кто ты такая, кому ты нужна, всякая такая вот штука. То есть женщина в отношениях, несмотря на то, что может все тащить на себе, она здесь получается очень обесценена. В ограничениях, в рамках кому-то говорили: туда не ходи, сюда не ходи, с тем не общайся, или там сделаешь это, я уйду, сделаешь то, я разведусь, то есть какие-то манипуляции. То есть по факту женщина в отношениях держится все время в страхе. И при этом сама по себе женщина, она намного больше, чем могла проявляться. И, соответственно, это и делалось для того, чтобы женщина никуда не ушла. Почему человек унижает другого? Во-первых, он в своих глазах начинает расти, да, за счет другого. Принижая другого, человек, даже если физически взять, да, то есть получается, что... Давайте мои камешки. Вот, допустим, два человека, они на равных, да? Видно, да. И когда один начинает унижать другого, то есть другой становится как бы ниже. И вот этот второй человек, который принижает первого, он чувствует свое превосходство, чувствует, что он классный, да, а второй, не ахти. Хотя по факту, если ты хочешь, как-то чувствовать себя круче и все остальное, то нужно не унижать другого человека, а развиваться и идти вверх. И самый классный способ — это когда человек развивается, и он второму помогает прийти на его же уровень, да, подняться. Но здесь не так, это ж невыгодно, это ж надо что-то делать, проще другого опустить, чтобы самому, я такой классненький, такая классненькая, да, это вы все тут такие интересные люди. Вот. И, соответственно, вот это вот была карма, чтобы женщина могла быть очень яркая, очень видная, очень сильная, но чтобы с ней справиться, нужно ее держать, так скажем, в ежовых рукавицах, чтобы ничего не делать. Проще всего же унизить и ничего не делать. Вот. Но мы здесь с вами не о том, чтобы кого-то там осуждать, да, все равно вся карма, все причинно-следственные связи, они намного глубже, чем то, что на поверхности. И, соответственно, то, что мы с вами говорили на рунах, там показывалось о том, что женщине как раз-таки нужно начать было ценить себя, свое тело, свое время, свои усилия, свой вклад в отношения, да, и тогда урок будет пройден. Так, что у нас тут еще интересно? Найти вот какой-то баланс, да, и найти другой выход, поменять этот сценарий. Баланс в каком смысле, что не скатываться в жертву, то есть либо человек: у меня лапки, да, я ничего не могу изменить, это одна сторона. Вторая сторона: я все тащу на себе и тоже ничего не могу изменить. Вот.
ни там счастья нет. И нужно встать посередине, когда человек сам ответственен за свою жизнь, сам делает решения, и как бы, ну, ты говоришь другому, мы идем с тобой вместе вот так, окей, если окей, идем, не окей, не идем. А здесь очень сильно размазаны границы, что можно со мной, чего нельзя. И очень такой образ себя негативный на самом деле. Женщина, ну, либо мужчина, если вы мужчина, не видит своей ценности, не видит, ну, настолько как бы забита, да, самооценка, что кажется, что ты какой-то никчемный, ничего не можешь, вообще тут фигней какой-то страдаешь. То есть нету оформленной самооценки, непонятно вообще, кто вы, что вы, зачем. И вы себя в этих отношениях чувствовали намного меньше, чем на самом деле являлись. Либо чувствуете, если вы еще в таких отношениях, и вы себя узнаете. Отношения должны быть сбалансированы, и вам должно быть в них хорошо. Понятное дело, что есть какие-то все равно трудности, то есть это, ну, жизнь, да, но это когда люди вместе это проходят, договариваются, пытаются как-то найти какие-то компромиссы, договориться, чтобы обоим было хорошо. То есть вам нужно совершенно другой взгляд на это взаимодействие, да, то есть получается не так, что вот человек как сверху, да, и кто первый встал, того и тапки, вот как я сказал, так и будет, либо как я сказала, так и будет. А вот это вот какое-то взаимодействие, как единый организм, не то, что когда вы прилипли друг к другу, зарядка садилась, я надеюсь, что там записался звук. Смотрите, я говорила как раз о том, что не когда один давит своим мнением на другого, как я сказал, так и будет, как я сказала, так и будет, и ты тут вообще никто, да, а когда идет вот это вот взаимодействие, когда мы как единое целое, я имею в виду как единая пара, да, не то, что вы там друг к другу прилипли и не можете отлипнуть, а о том, что здесь я есть, а есть ты. А здесь мы, да, это две разницы, две большие разницы. Когда мы вместе, мы заботимся друг от друга, она заботится, чтобы ему было хорошо, он заботится, чтобы ей было хорошо. И люди договариваются. Здесь вот про это. Так, еще что-нибудь будет? Ну да, новое. Отлично. Совершенно другие новые красивые отношения нужно построить. Это вот урок, про который мы, так скажем, говорим. И задача ваша в данном уроке — это начать себя ценить. Опять-таки, это не с позиции гордыни, да я вообще-то классная. Это по факту обратная сторона вот этой жертвенной позиции, что я никто и все остальное. Здоровая самооценка, поднимать самооценку, при этом изучать про отношения, какие вообще отношения, как они строятся, что зачем, ну, условно говоря, кто кому чего должен, кто кому ничего не должен, и как договариваться. Смотрите разные истории, смотрите, как у других людей бывают, и негативные, и позитивные. То есть это опыт чужой, который можно перенять, не проходя его. И когда вы с таким столкнетесь, вы уже будете примерно понимать, что может случиться, да, как лучше действовать. Не о том, что накрутить себе каких-то установок чужих, да, что оказывается все они вот такие-то. Нет, то здесь не про это. Здесь про выводы. Если очень впечатлительные, ну тогда, наверное, не смотрите. Если вы умеете отделять зерна от плевел, да, то это очень порой полезно посмотреть
как у других, что у других, а как другие делают, а что другие советуют. Но не слепо этому следовать, да, а переформатировать это в своей голове и применять это для себя. Я, как всегда, буду рада вашим комментариям, вашим вопросам, вашей обратной любой связи в комментариях, естественно, вашим лайкам, подпискам. Это очень помогает канал, меня вдохновляет, потому что я понимаю, что есть реакция на то, что я делаю, и вам это нужно. Спасибо вам огромное за ваше время, за то, что прослушали. Я была вам полезна, надеюсь, и до новых встреч.